В этом фильме мы расскажем о кругосветном путешествии на автодоме вчетвером. Я, моя жена Ли и двое наших мальчишек. Через Ближний Восток и африканский континент мы доберемся до самой южной точки Африки – Кейптауна, погрузим машину на корабль и отправим ее в загадочный Уругвай. Потом пересечем обе Америки и через Тихий океан вернемся домой. Мы сделаем наш путь образом жизни, пусть и на время. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Мы начали с Грузии, ворот нашего путешествия, а величественная гора Казбеги смотрела вслед. Нас сопроводили в путь молитвой и добрыми словами хорошие друзья. Это уже третий приезд в Грузию, и каждый раз он ощущался по-разному. Сейчас это скорее уже как возвращение домой. В этом ощущении есть и положительное, но не только. Чувство, что ты дома, дает ложное представление, что ты свой, в общности со всем окружающим. Ты знаешь, как вести себя, чего хотеть, но уже нет трепета от чего-то нового, непознанного, неоткрытого тобой, как это бывает в первый раз, когда все удивляет и восторгает. Скорее, это спокойствие под домашним плюшевым одеялом и приятное забытье. Спасибо вам большое. Спасибо. А Черное море оказалось холодное в это время года. Ребята в недоумении. Море, а купаться нельзя. Зачем оно тогда? В Батуми мы с наслаждением раскисаем. Чудный город, чудная погода, чудесные грузины. Въезжаем в Турцию. Вот теперь точно оно. Чувство, что неведанное начинается. Медленно катимся по восточной Анатолии к иранской границе. Снежные горы, горные озера, холмы с валунами и мягкими комочками пасущихся овечек. Здесь восточная Турция, как она есть. Настоящая, без наката туристической и эмигрантской прибрежной волны. Неулыбчивая к незнакомцам, но добрая и гостеприимная. Дороги гладкие и быстрые, головокружительный серпантин неожиданно устает взбираться вверх и вливается в поток хайвея. Поля плодородной черной земли и режущие их трактора. И все это в окружении снежных гор. Тут же зеленые молодые луга с бесчисленными стадами коров и непривычный, уже забытый нами холод на высоте 2500 метров. Озеро Чылдыр, в переводе с турецкого «Северное озерцо». Теперь мы хотим рассказать о маршруте, вернее, о первом его этапе, так как в этом вопросе много неизвестных и одно цепляется за другое. Наша задача — попасть в Африку, где бегемоты и крокодилы, бравые парни, як и дюк, прямо стонут от желания сесть за один накрытый стол с крокодилами и пообедать с ними, как они говорят. Что ж, постараемся устроить им этот пир. Учитывая политическую обстановку последних лет, турецко-сирийская граница закрыта. Паромов из Турции в Египет нет, а в иракский Курдистан можно попасть со стороны Турции. Но дальше в Ирак не пустят. Паром из Турции в Израиль существует, но стоит космических денег. Да и посещение Израиля несет за собой свои сложности. Остается один путь – через Турцию, Иран, Ирак и Иорданию. Для этого маршрута мы заблаговременно в Москве получили иранские визы. Ну и, конечно, основной документ автопутешественника – карнет де пассаж, без которого наше приключение вообще было бы невозможно. Ну а дальше опять засада. В самом начале пути нас догоняет новость. В Судане произошел военный переворот, и посещение страны смертельно опасно.
Других дорог в Восточную Африку в объезд Судана нет. Что делать, мы пока не знаем. Вот с той стороны реки в каньоне уже Армения. Руины средневекового города Ани, достигшего своего расцвета в X веке, когда он был столицей армянского царства. Город стоял на ущелье реки Ахурян, и его местоположение служило естественной защитой. Во времена его расцвета в городе жили около 200 тысяч жителей. Они называют городом 1001 церкви. Через него пролегало несколько торговых путей, а его храмы, дворцы и фортификационные сооружения были одними из самых технически продвинутых и художественно совершенных в мире. Город мог соперничать с Константинополем, Багдадом или Дамаском. Ани неоднократно подвергался разрушениям византийской армии и отстраивался заново, но был окончательно покинут людьми после землетрясения в XIV веке. Мы прошатались весь день по руинам Ани, развалинам христианских храмов в окружении пещерных городов. Ни единого туриста. Ребята нашли несколько осколков керамики и череп человека. Еле уговорили не тащить его в автодом. Вообще, мы скоро не сможем сдвинуться с места. Машина берет на себя неподъемный груз всяких детских находок и трофеев, от ракушек и шишек до тяжеленных булыжников. Но есть надежда, что Земля круглая, а значит, мы всего лишь катимся вниз по ней под собственным весом. Есть путешественник. Ни я, ни ты, ни тот, ни этот. А некто, чей блокнот не оглашен. Бесчисленные первые за ним идут и едут, не ведая, что первый — это он. Ему знакома ночь в горах, без запаха и вкуса. Прорубленная в дебрях колея и электрический толчок змеиного укуса, как выстрел из бесшумного ружья. И лихорадки пестрый бред, и вопли попугаев, и рябь на реках нудная, как сыпь, и гроздья гадов на стене в гостинице на сваях, где не житьё, хоть золотом осыпь. И широко расставленные звезды ночи южной, и плоские ступени длинных волн, и крепкий трепет кораблей бегущих, и недужный 9-й вал, набыченный, как вол. Yok mu? Нет. Aç aç. А что такое чаще? Açım aç. Вина? Aa, Попить? pay. Мы въезжаем в загадочный и пугающий неизвестностью Иран. Испытав колоссальное волнение на границе от пристрастного обыска машины, понимаем, как нужен иногда стресс, чтобы после него почувствовать прилив спокойствия и умиротворения. В Иране сразу же становится очевидно, что мы попали немного в иной мир, и Луна перевернулась на другой бок. Первый большой город на нашем пути – древний Тебриз. Вокруг нас хаос больших улиц и маленьких переулков, утопающих в шуме и пестроте, восточный колорит. Иногда кажется, словно жизнь за стенами собственных жилищ выплеснулась вовне, или стены домов стали прозрачными. Люди на мостовых готовят снеть, латают в одежде дыры, гладят белье, что-то ремонтируют. Неспешность во всем. Это ли не признак веками сложившейся самой важной восточной мудрости? Броуновское движение на дорогах, адские пробки и все из-за парковок в 3 ряда, которые оставляют всего полполосы для проезда.
Но и на этой полосе водители останавливаются, чтобы высадить пассажиров, неспешно попрощаться, пожелав здоровья семье, детям и дальним родственникам, а скопившиеся сзади машины будут терпеливо ждать. И при этом никакой нервозности и тем более агрессии. Никто никуда не спешит. Уличная еда в Тебризе достаточно однообразная. Кебаб преимущественно из баранины, рис и лепешка, нарезанная ломтями. Рис, кстати, можно попросить за так. Его охотно отсыпают в твой лоток. Сладости, в основном бисквит, орешки и семечки. Ну и куда же без восточного базара с его запахами и шумной какофонией звуков. Торгуемся, ничего не понимая в персидских цифрах, этих загадочных крючках и галочках, извлекая из карманов ветхие пачки смятых реалов и туманов, иранской валюты с миллионами нулей. Здесь, в деревне Кандаван, на высоте 2500 почти, вдруг неожиданно в мае пошел снег. Значит, все. Значит, до этого было лето. Кандаван – старинная деревня среди скал, похожая на Каппадокию. Но, в отличие от турецкой, здесь она населена. В домах живут люди. Возраст некоторых из этих пещерных жилищ насчитывает более 700 лет. Благодаря составу породы в домах сохраняется комфортный климат круглый год. Мы уже устали взбираться по каменным лестницам, вырубленным в скальной породе или уложенным брусчаткой. Кажется, что везде идет стройка. Кто-то подлатывает свои жилища, кто-то расширяет. В основном это дома с небольшими комнатами высотой в 2 метра. Некоторые имеют по 2-3 этажа. Первый этаж часто используется в качестве хранилища или стойла для овец, а верхние – для проживания. Из-за толщины стен вырезать окно на первом этаже затруднительно, поэтому в нижних этажах окон практически нет. Эти грубые вулканические курганы формировались на протяжении тысяч лет под воздействием ветра, снега, дождя и других климатических факторов. Жилые помещения в скалистых домах конической формы довольно компактны, поэтому многие расширяются, делая пристройки из обычного строительного материала. А еще вставляют современные стеклопакеты, используют металлочерепицу в качестве кровли. Все это, конечно, нарушает природную гармонию и общий законченный вид в едином стиле древнего пещерного города. Но куда же деваться, ведь мир не стоит на месте, а людям хочется комфорта. И тем не менее, эта уникальная пещерная деревня, единственная населенная в мире, оставила нам теплые воспоминания и стонущую боль в ногах. Уедем. Бросим край докучный и каменные города, где вам и холодно, и скучно, и даже страшно иногда. Нежнее цветы и звезды ярче в стране, где светит Южный Крест. В стране богатой, словно ларчик для очарованных невест. Мы дом построим выше ели, мы камнем выложим углы и красным деревом панели, а палисандровым полы. И средь разбросанных тропинок в огромном розовом саду мерцание будет пестрых спинок, жуков, похожих на звезду. Уедем. Разве вам не надо, в тот час, как солнце поднялось, услышать страшные баллады рассказы абиссинских роз, о древних сказочных царицах, о львах в короне из цветов, о черных ангелах, о птицах, что гнезда вьют среди облаков. А теперь об иранском стиле вождения. Обгоны по встречке или обочинам – обычное дело. Никаких предупреждений поворотниками нет и в помине.
После обгона водитель сразу перестраивается перед тобой, подрезая. Но при этом все очень ласково и доброжелательно. Самыми страшными для нас оказались лежащие полицейские, и они словно замаскированы. И если ты не заметил их, отправляешься в космос, как со стартовой площадки. Зато дизельное топливо стоит меньше 1 рубля за литр. Но формально мы не можем им заправляться. Нужна специальная иранская топливная карта. Можно попросить дальнобойщиков, у которых есть большой лимит на солярку. Иногда они заливают нам 10 литров бесплатно и в путь, но часто Его Величество заправщик наполняет наш бак, пусть немного дороже, и чувствует себя вершителем судеб. Мы же не беднеем от этого, а только рады. Вот договорились с заправщиком, меня заправляют, переписывают номера для отчетности. Непонятно, правда, сколько они в этот раз с меня возьмут, по госцене или сверху. Часто мы съезжаем со скоростной трассы, и тогда время словно останавливается. Заброшенные деревни, покинутые их жителями, переехавшими в большие города, увозя с собой столетний быт и наследие предков, свои привычки. Да, Иран пока дает фору всем по гостеприимству и радушию. К нам подходят люди, стучатся в окно и жестами приглашают покушать и переночевать у них дома, помыться. Объясняем, что у нас все есть, и кровати, и даже душ. Но с этой парой было иначе. Они другие, и это почувствовалось сразу. Она выделялась в толпе прохожих без хиджаба. Он своей докторской айболитовской бородкой. Доктор и художница Амид и Захре. Большая квартира с предметами поклонения разным религиям на стенах и полках. Тем не менее, обстановка в доме абсолютно светская. Нас угощают фруктами. Потом осторожно спрашивают, как мы относимся к алкоголю. Объясняем, что мы из России. На столе появляется бутылка самогона и тоник. Атмосфера меняется, и 2 молодые девушки, друзья нашей пары, вырываются в центр комнаты в пляс. Нас тоже несут ноги, и вот мы уже все на танцполе, покрытым пестрым ковром. Отплясываем под попсовую иранскую музыку, изгибаясь и выписывая волны руками в символическом национальном танце. Захре поясняет, песня про то, что сейчас стоит на столе, что так запрещено в Иране, но все равно есть дома у каждого. То, что мы сейчас пьем. Это хоть и маленькая, но символическая борьба с запретами, за свободу взглядов и мыслей, за воздух, которым дышим. На утро мы вместе отправляемся на прогулку в парк. Сегодня пятница, выходной, и традиционно горожане расстилают ковры на траве, садятся в тесный круг, готовят чай на газовом примусе и раскладывают принесенную корзину со снедью. Есть специальные навесы от солнца, ну и каждый тенек под деревом тоже занят. Недалеко от города есть водопад, парк для хайкинга, но людей сегодня крайне много. Захре нетрадиционных для Ирана свободных взглядов, борется за права женщин. Ее очаровательная улыбка таинственна. Ее работы — это сложнейшие витиеватые узоры росписи на бумаге и дереве. Амид — врач скорой помощи. И, конечно, они тоже путешественники на авто, повидавшим в виде джипе и сколесившим весь Иран. Рассказывают нам о регионах, насколько сильно отличается север от юга страны. Природой, культурой, людьми. Говорят, что за пределы страны выезжать дорого, но и здесь путешествовать великолепно. Нам уже неудобно перед гостеприимными хозяевами. Мало того, что они отказываются, чтобы мы хоть за что-то заплатили, за парковки, мороженое, мобильную связь, так еще и зовут нас на обед. Мы очень тепло прощаемся. Возможно, мы будем думать и вспоминать об Иране благодаря им, благодаря их открытости и нашему теплому общению. Очередной нашей попытке что-то изменить в себе.
How are you, tourist? Tourist? Pakistan? Pakistan? No. What? From Карманшах here. Такье Маавен Ол-Молк. Необыкновенной красоты историческое здание, место проведения религиозных мероприятий шиитов. Великолепные цветные плитки, покрывающие большую часть наружных и внутренних стен, описывают эпизоды сражений. Такье-Бастан. Комплекс скальных рельефов представляет собой один из наиболее хорошо сохранившихся примеров персидской скульптуры IV века. Как и все подобные произведения искусства Ирана, рельефы отображают силу, славу и боевой дух правителей. Ну, а мы просто устроили пикник в маленьком оазисе в центре сухой и каменистой земли. Тут, посмотри-ка, посмотри туда. Пещеры Али-Садр считаются самыми большими водными пещерами в мире. И они потрясающие. Это залы, соединенные между собой тоннелями с высоченными сводами, расписанными природой сталактитами и узорами из соляных отложений. Ты плывешь на лодках, связанных между собой караваном, оказываясь в разных непохожих друг на друга галереях музея подземной природы, а под тобой метры прозрачной родниковой воды. И если бы существовал подземный король, это был бы его дворец. Мы стараемся избегать в нашем повествовании множества сухих цифр, тривиальных описаний, исторических фактов. Хотим передать ощущение большого путешествия, показать ритм жизни, быт, атмосферу вокруг и дать почувствовать ветер свободы, движения, непостоянства и вкус к перемене мест. Стараемся подмечать тонкости, которые бросаются в глаза. Например, в Иране, мне показалось, не понимают языка жестов и мимики, которые так спасают даже в отдаленных уголках планеты в разных культурных кодах. Здесь таинственным образом это не работает. Но улыбка как никогда приходит на помощь. И тебе все становится ясно даже без понимания слов. Первое время затрудняло незнание диковинных чисел на фарси, особенно чтобы понять цены в магазинах. Хорошо, что в отличие от букв, они пишутся слева направо. Но если их запомнить, ты король. Ли научилась читать цифры по номерам машин. Теперь едет и навязчиво козыряет этим. А еще нам показалось, что иранцы очень медлительные. Это видно и по движению на дорогах, и по общению, и это формирует ментальность, их понимание ценности времени. Кстати, в Иране делают шикарное кино, отличное своим темпом и глубиной проникновения. Это экзистенциальное кино смыслов давно покорило зрителей на Западе. Мы медленно спускаемся по карте вдоль границы с Ираком, пытаясь отыскать переход, где можно получить визы. Местное население здесь преимущественно этнические курды, разводящие скот. Они живут в недорогих хижинах или бедуинских степных палатках. Яшка, смотри, какие маленькие Ой, ягнятки. все убежали. Они все убежали. Смотрите, какие маленькие ягнятки, только родились. Откуда ты знаешь? Только Видно. родились они без шерсти, мне кажется. Мы в Ираке. Наверное, я не бегал столько по инстанциям с рождения. Из кабинета в кабинет, из сарая в дырку в заборе. Таможня, полиция, страховка, полиция военная, невоенная, пыль, фуры, мужчины в белых халатах до пят, женщины в черном до глаз, жара, вонь, грязь. Машину обыскивали 6 раз. Мы боялись, что кто-то забудет вылезти и уедет вместе с нами. Ночной полувоенный, полутревожный Ирак. Блокпосты, суровые взгляды, таинственные города в свете луны и уличных фонарей.
Директива. Ночевать только в людных местах. Темно, но почему-то никто не спит. Все не так, как прежде. В воздухе что-то новое. В следующей серии мы побываем в Багдаде, а также во дворце Саддама Хусейна. В священном городе Кербела будем арестованы иракскими военными и окажемся в столице Иордании. Искупаемся в Мертвом море и посетим древнейший город Земли Петру. Попытаемся разобраться в истории и значимости его. Путешествуйте с нами, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить лайк.